Алхимик. Чересчур нас. Я дышу и задыхаюсь. Я не верю в это. Ну окей, да, окей. Очень многие подписчики пишут. Из названия видео вы уже поняли, что сегодня будем тестить новый аромат для женщин от компании Faberlic с таким, я бы сказал, громким названием Алхимик. Слушайте, мне это название нравится. Я неоднократно говорю в своих обзорах, зачем париться, зачем придумывать какие-то сверхмудренные, какие-то длинные названия, потому что лучше всего работают короткие и простые названия. Алхимик. Мне это название прям очень зацепило. Мне очень интересно этот аромат попробовать прямо сейчас и здесь. Начинаем. Ну, как всегда, по традиции, давайте нырнем в каталог, чтобы посмотреть, что компания пишет про этот аромат. И первое, что это какая-то предыстория. Среди первых алхимиков была женщина. Внимание, женщина. Мудрая и прекрасная. Каждую свою идею она превращала в чистое золото. Гениальное изобретение. И одна из ее формул оказалась поистине феноменальной. Ощутив этот чарующий аромат, она почувствовала, как наполняется силой и обретает внутренний свет. Теперь ей подвластно все. Друзья, ну загнули, прям завернули, а. Слушайте, основные ноты. Внимание, зеленый лимон, дикая роза и ветивер. Вот всегда так начинается: вкусненько, свеженько, а потом ветивер и заветиверивает. Ну, судя по обложке, аромат такой зелененький, наверное, все-таки лимонный, да. Вот, относится он к семейству цитрусовых, цветочно-зеленых ароматов. Что еще добавить? Ну, добавим то, что выходит он в объеме 30 миллилитров. Кстати, 30 миллилитров, не 50, на секундочку. Но вы можете заказать пробник. Вы видите сейчас на своих экранах пробник, код пробника 34012, и потестить его сами. Тем, кто не хочет дожидаться своего пробника и доверяет моему вкусу, то давайте узнаем, понравится мне этот аромат или нет. Пока я открываю аромат, не забываем подписываться на мой канал. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать новых видео. Поставьте лайк, поделитесь этим видео со своими друзьями, чтобы они тоже посмотрели, стоит этот аромат или не стоит приобретать. Чересчур насыщенно, прям лимоном. Прям лимон сразу меня задавил. По моим эмоциям видно, что я пока не в восторге. Но подождите, не выключайте, не расходитесь. Так бывает сейчас. Придышусь, как правильно сказать, принюхаюсь. Поэтому хочу еще раз сказать некоторым проходящим зрителям, что я не являюсь каким-то парфюмерным экспертом. Я не проходил какие-то обучения за рубежом. Я обычный московский бамбук, так скажем. Поэтому говорю как есть, без лишней воды. Нравится мне аромат или не нравится, и точка. Поэтому многие меня за это и любят. Спасибо вам большое. Слушайте, ну я разэтосамовался. Аромат такой свежий. Мне, конечно, больше всего отдает лаймом, что очень-очень мне нравится. Приятно. Я не знаю насчет того, что стоило было этому аромату выходить сейчас в зимний период, но у нас просто, ну, я привык, что я живу у себя в регионе, у меня очень холодный регион. Понятно, что у кого-то более, может быть, потеплее, но не знаю я, что эта женщина-алхимик учувствовала. А вот на руке он меня расстроил. Какая-то каша несурадица. Я не могу даже понять, какая-то... Ну вот я как правильно сказал, первая эмоция, какая-то кашица. Не могу ничего выделить, но он вроде такой рисковатый, и знаете, он такой
Я как будто вот сейчас вот мне воздуха не хватает. Я дышу и задыхаюсь этим ароматом. Нет, однозначно. На теле он у меня, но опять же, это на моем теле, на вашем, конечно же, может открыться. Я всегда говорю об этом. Если не понравился аромат мне, это не значит, что этот аромат плохой. Этот аромат не понравился лично мне. Возможно, понравится он вам. Поэтому компания изобрела вот такие вот штучки, которые называются пробник. Закажи и пробуй. Налей на себя. А вот на бумажке уже тоже шлейф. Слушайте, ну нет, все-таки на бумажке и мне нравится шлейф у этого аромата. Я очень надеюсь, что нет, конкретно, да, мне нравится все-таки. Мне нравится этот шлейф. Я надеюсь, что по стойкости, надеюсь, что он по стойкости тоже будет хороший. Хотя бы часть дня будет держаться. Но интересный, все равно интересный, такой освежающий аромат. Вот здесь он не так меня душит, как он душит с пробника. Ну вот и на руке он уже тоже отстоялся, как многие. Я не знаю, я не верю в это, то, что ароматы нужно отстояться. Ну, что это за изобретение такое, что аромату нужно отстояться? Он отстаивается, мне кажется, и в цеху, и в коробке, потом на складе, потом у представителя в сумке, в машине, пока он едет. Да мне кажется, он отстоялся уже давно. Когда вы приобретаете аромат, обратите внимание срок изготовления. Он же не изготовлен месяц назад. Очень часто ароматы приходят изготовлением 3-4 месяца, 5 месяцев. Сколько ему еще нужно отстояться? Поэтому я не верю в то, что аромату нужно отстояться. Но, ну окей, да, окей. Очень многие подписчики пишут, что аромату нужно отстояться. Слушайте, ну, я не знаю. Честно, я не знаю. А, вот прям здесь и сейчас сказать, что я рекомендую этот аромат к приобретению. Нет. Сказать, что рекомендую или что говорил? Не рекомендую, я запутался. В общем, у меня такое ощущение грязи. Как будто грязно, как будто вот я дышу, и как будто дышу какой-то грязью. Ну, в хорошем смысле. Не прям вот пипец как. Но как будто пыль. О, какая-то пыль, друзья. Пыль, как будто вот мне очень тяжело дышать. Поэтому я люблю свеженькие ароматы, ну пусть сладенькие, может быть приторные. А здесь вот реально пахнет пылью. Но еще раз говорю, в хорошем смысле этого слова. Потому что, ну, нет. Мне очень тяжело. Мне очень тяжело. Этот аромат мне, к сожалению, не понравился. Но такое бывает, как я вам уже говорил, что ароматы не могут нам всем нравиться. Поэтому, мои хорошие, еще раз говорю, покупайте пробник, тестируйте, он не огромных великих денег стоит. Пробуйте сначала пробник, а уже потом переходите на полноразмерную какую-то версию. Поэтому всех люблю, целую, крепко обнимаю. По традиции, пожалуйста, напишите отзыв, кто заказывал этот аромат. Может быть, пробник заказывал. Напишите, а вам понравился этот аромат или нет. Будет просто тоже интересно не только мне, но и моим зрителям почитать отзывы. Потому что люди, когда ищут в интернете, попадаюсь я, и люди начинают смотреть не только меня, начинают читать отзывы. И чем больше будет отзывов, тем больше будет понятие, все-таки этот аромат людям нравится или этот аромат не нравится. Вот. Ну, я вроде бы все сказал. Пишем отзыв и не забываем подписываться на мой канал, кто это еще не сделал. Я, кстати, есть во многих ведущих социальных сетях: ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме, в Рутубе, в Ютубе. И я везде, чтобы было очень просто, Алексей Косых. На этом все. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока.